Добрый день! Это Таро-прогноз для знака зодиака Водолей на сентябрь 2023 года. Вы находитесь на канале Татьяна Мин «Красота Таро». И я достаю 6 карт, потому что это соответствует 6 осям зодиакального астрологического круга и рассматривает все стороны жизни человека. Итак, у меня в руках колода Символон. Здесь на столе еще оракул Moonology. И мы спросим у карт, что ждет водолеев в личном партнерских отношениях в сентябре 2023 года. Вас ждет успех и помощь судьбы, скажем так, помощь Вселенной в поиске вашего партнера, либо в отношениях с тем человеком, которого вы хотите видеть в своей жизни, которого вы ждете, любите. Здесь не исключаю, что у вас будет выбор относительно мужчин, женщин, вашего окружения. Может быть, у вас будет даже не один союз, там на работе в том числе, да, вы можете с партнерами заключать какие-то договора. У вас будет много клиентов, вы будете популярны, и среди них обязательно окажется кто-то, кто будет особенно дорог вам, этот человек. Также это ваш партнер, который открывает для вас мир, который превозносит вас до небес, любит вас, ценит, с которым вы становитесь вместе популярными. Возможно, у вас есть вместе какая-то идея, хобби. И это как вот благословление небес. Поэтому вы будете очень удачливы в поиске новых партнеров, особенно призываю вас, если вы в поиске, то делайте это с конца сентября, когда Венера выйдет из ретро-петли. Может быть, вообще вот эта Венера в ретро-петле, она же шла в вашем 7 секторе гороскопа, как раз-таки она, когда выйдет, вы, возможно, ощутите какую-то легкость, разрешится какая-то ситуация, которая тянулась, может быть, еще с июня, с июля этого года. Поэтому здесь я вижу очень благоприятно, но мы еще откроем другие карты, чтобы всю ситуацию посмотреть, потому что все карты взаимосвязаны. Сектор финансов. Здесь можно дать такой совет, что не действуйте слишком самонадеянно, не тратьте много денег, не тратьте деньги на показать свой статус, да, на какие-то вот такие мероприятия. Вы потом пожалеете, потому что все это могло быть зря, на красоту, на все. Но это, наверное, закономерно, да, потому что Венера ретро, и, может быть, вы осознаете, что вы неправильно как-то действовали относительно финансов, относительно дел, связанных с вашей работой. Может быть, вы слишком много расписали о себе в резюме, и когда вы пришли на собеседование, вам вот тут шут показывает, как вы на самом деле выглядите. Или вы начали работать там, или какой-то проект выполнять, и вы понимаете, что вы были очень самонадеянны относительно того, что вы сказали, что вы сможете руководить этим проектом, или что вы справитесь там за 3 месяца. На самом деле это займет больше времени, и вас критикуют, вас скидывают с трона, и вы понимаете, что это по заслугам. Так что будьте осторожны, ища спонсоров для новых проектов, да, как бы продумывайте вот это еще раз. Сектор общения, 3-9 дом. Но здесь может быть несколько вариантов. У вас есть какие-то враги, люди, которых вы не подозреваете, могут нанести вам удар в спину. Это могут быть люди, с которыми вы учитесь, с которыми вы, допустим, ездите куда-то в поездки, ваши братья и сестры в том числе, либо вы сами почему-то вот обижаете ваших братьев, сестр, сестер, соседей, беззащитных людей. Да, мы видим здесь единорога, который на водопое, и человек заносит меч над ним. То есть это вообще страшный грех, да, убивать животное во время водопоя. Это негласный закон, что нельзя нападать со спины, нельзя нападать на беззащитных людей. И здесь вот как-то он нарушается по каким-то причинам водолеи. Поэтому, будьте осторожны, смотрите назад, смотрите на то, с кем вы общаетесь. Если же это вообще не связано с общением, например, вы приобретаете какое-то транспортное средство или вы получаете какие-то документы, вам что-то обещают, то тоже будьте осторожны, потому что вас могут обмануть, предать. Да, не очень благоприятная карта, но вы уже в курсе дел, да, здесь у вас и с деньгами тоже не очень, поэтому не тратьте деньги, не меняйте транспортные средства, не покупайте дорогие
недорогие, а наоборот, может быть, дешевые или по каким-то таким очень выгодным акциям, какие-то предложения, например, связанные с поездками, с отдыхом. Книги, например, даже не покупайте, да, по какой-то акции или какие-то подписки новые, что-то вот все, что связано с информацией, документами, будьте осторожны. Не тратьте на это денег, потому что вас могут там ждать какой-то обман. Я вижу, здесь у вас могут быть какие-то ссоры, недопонимания с вашими родственниками, может быть, особенно с мамой, с вашей. Вы действуете как ребенок, вы вспоминаете какие-то прошлые обиды, не хотите уступить, обижаетесь на критику. Не обязательно это родители, это может быть еще люди на вашей работе, вышестоящие какие-то люди. Это не обязательно, что такая очень серьезная ссора, но вы как-то вот очень чувствительны к любой критике, к любым неудачам, а они у вас могут быть на работе, да, но, к сожалению, здесь выходят такие карты. Поэтому всегда все хорошо быть не может, всегда есть какие-то промахи, опять подъемы, это тоже нормально, поэтому будьте к этому готовы. И тоже не критикуйте других людей чрезмерно, да, потому что они могут быть не готовы воспринимать вашу критику. Также вот по этим картам я хочу особо уделить внимание недвижимости, да, или ремонту в доме. Может быть, вы опять же доверитесь каким-то организациям, ремонтникам, или вы что-то захотите там такое изменить, но это будет эмоциональный порыв. Может быть, на самом деле не нужно этого делать, да, или не нужно там именно так делать. То есть подумайте, не действуйте эмоционально относительно каких-то важных вещей в вашей жизни. Не женитесь эмоционально, не разводитесь эмоционально, не уходите с работы, если вы поругались. Вот это очень эмоциональные карты. 5-11 сектор, и здесь карта Пифия. Может быть, вы, водолеи, как-то откроете для себя тему эзотерики. Вы будете вступать в какие-то группы, подписываться на какие-то каналы, в том числе, да, связанные с эзотерической деятельностью. И вы можете участвовать в каких-то актах спиритуалистики, искать таких людей, может быть, обучаться в каких-то школах с этим связано, или просто гадать. Это будет как ваше новое хобби. Здесь же, по этой карте, вы можете встретить каких-то очень интересных людей по интересам, которые могут заниматься тем же. Скорее всего, это будут люди противоположного пола. Может быть, вы уже знаете друг друга. И здесь у вас может сложиться такой очень интересный тандем. Вы будете склонны вообще предсказывать будущее, видеть будущее. Может быть, это бизнес у вас вообще связанный с эзотерикой или с чем-то таким тайным. Это какие-то, это может быть женщина или мужчина, с которым у вас будут отношения, да, и здесь мы тоже видим человека такого, как работника храма, да, и здесь у нас похожие планеты даже. Это может быть женщина или мужчина, которые любят эзотерику и как-то вас могут привлекать. Либо это будут какие-то кармические отношения, по заслугам вам воздаться. То есть если вы, не знаю, у вас хорошая карма, то вам встретится такой же хороший кармический партнер, и наоборот. Может быть, это очередной опыт, который вы должны пройти. Но здесь что-то такое кармическое, очень тайное в отношениях может быть. Даже у кого-то тайные отношения, могут быть тайные отношения, где вы интуитивно чувствуете друг друга. Вы как будто бы загадываете вашего партнера, гадаете на него, что-то вот такое. Эта карта еще может быть связана с детьми, да, может быть, вы как-то, не знаю, делаете обряды, связанные с детьми, да, тоже же такое бывает, и в фольклорной практике есть различные обряды. Может быть, вы совершаете какие-то процедуры даже для того, чтобы вам забеременеть, или вы идете, вот есть такие школы для мамина любовь, там, вот когда мы чувствуем ребенка внутри, мы налаживаем с ним особый контакт. Ну, это для женщин, конечно, больше, но, в принципе, для мужчин, может быть, мужчины же тоже могут
много уделять времени ребенку, даже еще пока он не родился, пока он еще находится в животике. И вот здесь такая интересная карта выходит. И один из самых главных секторов, 6-й, 12-й сектор. Вот эти две карты я, кстати, держу на главном фото, скрине, да, который я поставила на YouTube, и они обе духовные карты, они выпали именно вам, Водолей, не случайно. Поэтому вы, счастливчики, вас ждет что-то особенное, я думаю. Ну, во-первых, эта карта, она сама по себе такая очень духовная, эзотерическая. Вам обязательно нужно медитировать, слушать какие-то там, не знаю, Вадима Зеланда или что-то такое, да, обращаться в храмы, обращаться к внутренней своей сути, искать себя. Может быть, вы уже достигли определенных высот там, и регалий в этой области, тогда вы еще подниметесь на какой-то уровень, вы найдете духовного учителя, может быть, вы поедете в какой-то ретрит, может быть, вы поменяете религию, и это даже может быть связано с вашим партнером вот здесь, да. Главное, что у вас будет мир, покой в душе, вы как-то себя успокаиваете, вы видите, что все будет хорошо в будущем. Это тоже вот опять же как рука Господа, рука Вселенной, которая вас ведет. Здесь очень много такого эзотерического в раскладе. Даже несмотря на то, что у вас здесь есть какие-то враги, как я говорила, да, кто-то заносит над вами меч, но вы защищены, вы как будто бы находитесь под защитой Водолея. Я думаю, что вообще у многих водолеев жизнь меняется, потому что в ваш знак зодиака входит планета Плутон на 20 лет, и все поменяются очень сильно, и вообще наша жизнь вся поменяется. Ну, это тема для другого видео, скажем так. Но, тем не менее, хорошее здоровье, хорошая энергетика, вы лечите даже своей энергетикой других людей, вы передаете какие-то вот флюиды определенные и гармонию от вас, прям веет гармонии, поэтому в сентябре я думаю, что вы даже больше углубиться должны в ваш внутренний мир, чем внешний, скажем так. И это будет помогать вам уходить от каких-то перипетий в жизни, от действительности, уходить в себя, и вы будете даже сами себе говорить, но все вот это напускное, вся вот эта рутина ежедневных дней, все это не важно. Главное то, что внутри вы прочно стоите на ногах, там сидите в данном случае, да, то есть вы будете очень уверены в себе. Что скажет колода Moonology? Это новая луна во Льве, и это растущая луна. Луна во Льве – это, опять же, какая-то публичность, да, это выход в свет, это, возможно, дела, связанные с детьми, с какими-то друзьями, и у вас могут быть новые друзья, вы можете быть на виду, люди могут обращаться к вам, хотеть с вами общаться, может быть, вы сами будете, не знаю, вести свой блог, связанный с тем, что вы чувствуете, с какими-то эзотерическими вопросами или по бизнесу, и как-то вот это все будет очень взаимосвязано у вас. А растущая луна – это вот как раз вот эмоциональная стабильность, да, здесь написано what you need to release, то есть что и вот здесь первая карта – это новая луна во Льве, уверенность, ключ к вашему успеху. И вторая карта, что вам нужно, чтобы осознать, да, это растущая луна. Поэтому здесь вот эти карты, они, в общем-то, повторяют основной расклад. И вам нужно уверенным быть в себе и идти к вашей цели, потому что вы на верном пути, это растущая луна. Может быть, вы еще не осознали этого, но в сентябре это будет, это осознание к вам придет, возможно, оно к вам придет вот по этой карте во сне,
во время медитации, в какой-то молитве, в каком-то таком вот состоянии между небом и землей, между реальностью и сном. Прислушивайтесь обязательно к вашей интуиции, Водолей, она вам подскажет верный путь относительно того, чего вы хотите достигнуть. Поэтому вот такой расклад для вас. Ну, я вам желаю, Водолеи, чтобы все ваши мечты и желания сбылись. И даже не знаю, что здесь еще можно пожелать, но будьте собой и как бы дарите, наверное, свою любовь тоже других людям. Не бойтесь вот этой потусторонней эзотерической жизни, потому что ее всегда пытаются скрыть от нас, о том, что вообще существует там астрология, да, тарология, откуда вообще там Вселенная, плоскоземельщики и так далее. И здесь как будто бы вы понимаете, что без этого невозможно. То есть это, чтобы достигнуть успеха, вам нужно не только ежедневно какие-то дела, рутина, работа, да, например, но еще и вот эта вторая часть жизни эзотерическая. И вы добиваетесь успеха легко, да, деньги просто с неба могут к вам сваливаться. Так что вот такой расклад для вас, Водолеи, который советует вам чувствовать себя уверенно относительно вашего выбранного пути. Тогда никто не сможет скинуть вас с трона, да, никто не сможет ударить вам в спину или как-то, не знаю, вы не будете обижаться на критику других людей, потому что внутренне у вас мир и покой, у вас есть партнер, который вас поддерживает, у вас есть вообще Вселенная, которая вас поддерживает. Так что я считаю, что вы при правильном вот лавировании добьетесь обязательно успеха, всего, чего вы хотите. Я вам это желаю. И подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. До встречи на моих новых видео. Всем пока!